Всем привет! Сегодня я хочу показать, как я готовлю вот такой замечательный пирог, пирог-звезда. Для приготовления этого пирога нам понадобится 240 мл или 1 стакан теплого молока комнатной температуры. А также нам понадобятся дрожжи, я использую винные дрожжи, но в принципе вы можете использовать любые, какие у вас есть в наличии. Перемешиваем до полного растворения дрожжей. Нам также понадобится 50 грамм сахара, сахар обычный, белый, и 1 чайная ложка без горки соли. 5 столовых ложек сливочного масла я предварительно растопила и немножко охладила. Выливаем в общую смесь. Немного перемешаю, чтобы растворить соль и сахар, и также нам понадобится еще одно яйцо. Яйцо должно быть комнатной температуры. Еще немножко помешаю для того, чтобы просто объединить все жидкости. Ну и, конечно, последний ингредиент — это мука. Общее количество муки в этом рецепте 450 грамм. У меня получилось ровно 3 стакана. 2 стакана я высыпаю сразу, хочу немножко вмешать их в тесто. И вот сейчас добавлю 3-й стакан. Важно с мукой не переборщить, потому что иначе получится тесто очень плотное и забитое мукой. Как я уже поняла по своему опыту, если вы работаете с дрожжевым тестом, то лучше муки не доложить, чем переложить. Чтобы у булочек и пирогов была очень хорошая текстура теста после выпекания, тесто нужно очень хорошо вымесить. Если у вас есть стационарный миксер, это можно делать миксером, но иногда мне нравится это делать руками. Руками этот процесс занимает минут 15-20, наверное, но зато очень хорошо можно почувствовать вот именно эластичность теста. Посмотрите, как тесто меняется в процессе вымешивания. Вот такое оно получается не липкое, но при этом очень мягкое и эластичное. Накрываем тесто пленкой или тарелкой или полотенцем, у кого что есть, и отправляем на расстойку, оно должно увеличиться как минимум в 2 раза. Припылю немного стол мукой и выложу тесто прямо на стол. В принципе, в муке нет необходимости, тесто сильно не прилипает, но при раскатке наших кругов их будет просто легче двигать по столу. Поделим тесто на 4 равные части. Каждую часть нужно будет сформировать и немного округлить. Для этого мы берем края и подщипываем их и подгибаем к центру. Потом поворачиваем шарик и формируем округлую форму. Вот такие шарики должны получиться. Повторяем со всеми остальными кусочками теста. Правильная формовка теста позволяет получить более ровные круги потом при раскатке, и также оно влияет на то, как тесто поднимается. Пока мы работаем с первым кусочком теста, оставшиеся кружочки нужно закрыть либо полотенцем, либо пленкой, чтобы они не заветрились и не подсохли. Раскатываем каждый кружочек теста в круг диаметром 25 см. Круг получается очень тонкий, и чтобы он не деформировался при переноске от пальцев, я воспользуюсь вот так скалкой. И выкладываем аккуратно тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. У меня пергаментная бумага не прилипает, поэтому я ее ничем не смазываю. Раскатываем второй кусочек теста таким же образом, пока я его также накину на скалку и немножко сдвину в сторону. В качестве начинки для этого пирога можно использовать любой густой джем или варенье, а также подойдет сахар, смешанный с корицей. Варенье нужно будет распределить вот таким очень тоненьким слоем по всему кругу. Обратите внимание, что край круга я оставляю без варенья. Нам понадобится этот край, чтобы объединить все слои вместе. Выкладываем сверху второй круг теста. Круги могут немного не совпадать, поэтому если нужно где-то подтянуть, подтягивайте. Если нужно подровнять, здесь как раз самый тот момент, когда можно еще что-то подровнять. И повторяем процесс со всеми оставшимися кругами. Выкладываем варенье, снова круг, снова варенье и снова круг. Как всегда, хочу напомнить, что все ингредиенты в граммах и в стаканах вы сможете найти в описании под этим видео. По мере накладывания слоев теста друг на друга там могут появиться пузыри, просто можно проткнуть их ножом. Я уже уложила все 4 слоя теста, и сейчас самое время опять выровнять их относительно друг друга по краям, чтобы пирог был более округлый и более ровный. Теперь нужно защипать края по всей окружности, соединив все 4 слоя теста. Это как раз удобно сделать, потому что, помните, мы оставили 1 см без варенья. Края легко соединяются, общий диаметр всего пирога получился 25 см.
Я воспользуюсь в этот раз формой для печенья, чтобы обозначить центр пирога. Можно также вместо формы воспользоваться любым стаканом. И делим наш пирог на равные части. Сначала мне нравится поделить на 4 части, потом на 8 и потом на 16. Формируем пирог следующим образом. Для этого нужно взять 2 полоски и провернуть их 3 раза в направлении друг от друга. Хорошенько защипываем край. При этом нижний угол заправляем под булочку, как бы его подминаем под низ, а верхний угол немного сплющиваем и вытягиваем. Повторю еще раз. Берем 2 полоски, выкручиваем их 3 раза в направлении друг от друга. Край соединяем и хорошенечко защипываем. Нижний угол подворачиваем под низ, под булочку, а верхний сплющиваем и вытягиваем. Пирог сформирован, теперь можно убрать только формочку от печенья и поставить его на расстойку еще минут на 40-50 или до тех пор, пока он не увеличится в объеме. Подготовленный поднявшийся пирог нужно смазать сболтанным яйцом и отправить выпекаться на температуру 180 градусов по Цельсию минут на 20-25 или до тех пор, пока он не станет золотисто-коричневым. Даем пирогу остыть и по желанию можно присыпать его также сахарной пудрой. Этот сладкий пирог-звезда, еще также называют пирог-снежинка, действительно будет звездой вашего стола. Очень красивый, нарядный, привлекающий внимание. Тесто вкусное, мягкое, нежное, немного волокнистое и очень вкусно с вареньем. Попробуйте приготовить.